Здравствуйте! В фантастических рассказах зомби почти всегда бездушные существа, управляемые примитивными инстинктами. А что, если это не так и на самом деле они заперты в собственном теле, вынуждены смотреть на весь ужас происходящего, будучи не в силах ни на что повлиять? К вашему вниманию рассказ «Мы были на войне». Я ломанулся в дом через дверь и молниеносно перепрыгнул через давно не работающий холодильник, который послужил для меня бесполезной баррикадой. Мои ноги сами понесли меня через комнату, а затем по коридору и вверх по лестнице. Я не мог остановиться, чтобы набить желудок просроченным содержимым холодильника. Оно мне непременно бы понравилось, несмотря на зловонный запах, исходивший от продуктов. 2 дня голода сделали свое дело. Крики боли и мольбы о пощаде подстегивали мое тело нестись вперед, наполняли неожиданным приливом энергии, несмотря на сильный голод. Мы были на войне. Я остановился перед маленькой ванной. Из нее доносился шум, что-то пряталось за занавеской душа. Мой страх усилился, и образы врага заполнили разум. Безжалостные звери, облеченные в человеческую плоть, пожирающие всех без разбора, не знающие жалости и сострадания. Зомби. Все началось, как мы предполагали, с вируса. Первые зараженные становились безмозглыми ходячими трупами. В них не оставалось ничего человеческого. Безумная ярость, изуродованные тела и первобытная жажда поглотить всех окружающих. Первая волна была ликвидирована с небывалой легкостью, но мы были не готовы к их адаптации. Мы были не готовы к появлению существа, которое создадим по собственной неосторожности, и привычные зомби уйдут в прошлое. Мы ни к чему не были готовы. Существо с разумом, способное принимать решения. Большинство первых зомби, как вы понимаете, были уничтожены с близкого расстояния. Медленные и тупые, они были легким противником, достаточно было уничтожить мозг. Мы приучились еще до начала массовой эпидемии приравнивать заражение к смерти, когда дело касалось зомби. Человек умер, когда его глаза помутнели, и он стал кидаться на всех в попытке укусить, а не когда вы всадили ему пулю в голову. Новый штамм вируса по-прежнему контролировал пораженное тело, но теперь он оставлял носителю и другие способности. Вы должны быть готовы, что вам рано или поздно придется спустить курок на то, что когда-то было вашим другом, супругом или ребенком. Но что если за этим яростным оскалом и белыми глазами все еще была душа? Что если даже во время нападения они рыдали и страдали в бессильной попытке противостоять безумию? Все, что требовалось вирусу, это секундное помешательство. Бьюсь об заклад, вы бы колебались. Вот и я колебался. Именно поэтому сейчас я мог только наблюдать, как моя рука отдергивает занавеску в душе и тянется к трясущейся от страха девушке. Все, что мне оставалось, это только молить о прощении, прежде чем вирус, управляя моим ртом, начал вырывать из ее тела кровавые куски плоти. Почему меня даже не вырвало, когда я утолил свой голод до тошноты знакомым вкусом человеческой плоти? Мы были на войне, а я – враг. Согласитесь, редко мы можем посмотреть на мир глазами чудовища. Главный герой не был человеком, в привычном понимании, для окружающих. Но его человеческая сущность еще долго будет страдать, пока остатки разума окончательно не покинут его оболочку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии, если вам понравилось видео. До новых встреч!